Всех приветствую. Давайте запишем обновление прогноза криптовалют. Начнем, как всегда, с биткоина. Предполагалось, что он пойдет вниз уже от уровня 32 287, но цена решила расширить коррекцию. Давайте посмотрим поближе на часовике. Был прогноз, что коррекция была вот такая трехволновая и отсюда уже пойдет, но мы расширили вот до такой трехволновой ABC. Сейчас, предположительно, мы идем по тому же сценарию, но от других уровней. По-прежнему ожидаю, что мы пробьем здесь дно и обновим минимум. Прогноз все тот же. Далее давайте посмотрим эфириум. Эфириум также решил еще раз дотронуться до обозначенного уровня. Здесь также у нас были зоны, в прошлом видео я удалил их, но выше так мы и не идем. Эта зона сопротивления по-прежнему не пробиваемая для цены эфириума, что увеличивает шансы похода вниз по-прежнему с обновлением локального дна, и затем уже возможно пойдем выше. Что у нас по риплу? По риплу у нас меньше всех волатильность, мы также здесь дали немного наверх, опять протестировали уровень сопротивления и идем вниз вместе с ценой биткоина, но не так сильно. Что можно здесь ожидать? Здесь по-прежнему сильный уровень, даже как зона это больше. Сопротивление для волны 1 и поддержка для волны 4. Какой прогноз по риплу? По риплу у меня также прогноз наверх, либо сразу, либо еще от одного теста. Дальше Dash. По Dash'у также мы дали немного выше, чем прогнозировалось, но в итоге все равно идем вниз. Прогноз прежний, но немного смещенный по времени. ADA. ADA у нас так же, как и эфириум, не может пробить локальный уровень сопротивления. Еще раз попытался протестировать, но на эфириуме цене удалось дойти, а на Cardano этого не удалось. И пока мы идем также вниз, прогноз не меняя. Прогноз также остается локально вниз. Что у нас по рублю? По рублю отрабатываем сценарий в лонг. Практически дошли до хая локального, волны 1 предполагаемый. И нас ожидает, как я думаю, небольшая коррекция перед тем, как мы попытаемся пробить этот хай. Давайте эту прямую линию удалю и нарисую новый. Я ожидаю что-то типа такого. Потому что, смотрите, здесь объемы не показываются, но по индикатору, если судить, то мы имеем дивергенцию, которая нам говорит, что необходима хотя бы минимальная коррекция перед тем, как идти наверх. Но от нее также можно будет искать лонги. Что у нас по трону? Трон у нас отрабатывает прям так, как нарисовано. Если даже вот так вот передвинуть, пошли наверх, пошли вниз. Сейчас идем наверх, но это уже не актуально, так как мы с биткоином пошли вместе вниз по вот этому сценарию более новому. Сейчас также ожидаю снижения с обновлением лоев и со сносом стопов. Вот здесь вот стопы у людей, здесь стопы. Их всех надо собрать, чтобы собрать топливо для похода наверх. Пока прогноз такой же. Достижение локальных хаев с обновлением дна. Litecoin. Litecoin у нас пока имеет те же уровни. Здесь ничего не поменялось. Пока все еще жду его вот сюда. Но также после коррекции. Здесь по всем криптовалютам ожидается хотя бы небольшое снижение. Как я это вижу. Что у нас с Waves? Какая-то штучка осталась. Что у нас с Waves? Здесь также нет особо объемов. Давайте посмотрим на часовиках. Но Waves даже выглядит лучше, чем другие монеты. Он корректируется. Но я не ожидаю здесь, что он будет лететь до дна и пробивать его. Здесь даже больше похоже это на импульс, чем на коррекцию. Давайте нарисую, что я вижу на этом графике, что я здесь ожидаю, какое движение. Я здесь ожидаю, что будет еще какое-то снижение, после которого мы пойдем выше. Здесь вполне возможно, что закончилась коррекция, если это все не трансформируется в большой треугольник. А это значит, что мы начали импульс. Точнее, продолжаем импульс. Судя по прошедшим объемам и показателям индикатора, это было похоже на третью волну. Сейчас мы в четвертой. Какие у нас здесь есть варианты? У нас есть вариант
как я нарисовал, сразу же пойти, либо А, Б, С, Д, Е сразу. Но в любом случае это будет локальный поход наверх хотя бы к возврату вот этих максимумов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем счастливо, удачной торговли.